Угу. Хорошо. До свидания. Доброе утро. Утро добрым не бывает, особенно сегодня. Олесь, ты не знаешь, где у нас тут возле больницы обувная мастерская? У супермаркета за углом. Каблук сломала. Да не поломала, помогли. Трамвай набьется народу, как в улей. А когда же выходят, они же толкаются. Мужик, козел, толкнул, я упала со ступенек. Вот, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро, Альберт Александрович. Здравствуйте. 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 Что мне? Здравствуйте. Возьмите. Карточки, Олесь, я просила каждое утро. Давайте мне карточки. Простите. Глянь, утро только началось, а она уже не в настроении. Не знаю, может, предчувствует что-то. Не поняла. Можно ключики? Конечно. Пожалуйста. После 5-минутки помешу. А это он о чем? Олесь, ну оно тебе надо. Все, пошла переодеваться. 10 минут до работы. Доброе утро, Елизавета. Здравствуйте. Я скучал. Коль, ты что, с ума сошел? У меня 5-минутка. Подожди, давай сбежим. Скажу, что вызывали к начальству. Да я как раз начальство жду сейчас в кабинете. Хорошо, хорошо. Ну, пообещай хотя бы, что освободишься пораньше. Я не могу тебе ничего обещать. Коль, я просто не хочу, чтобы нас вместе видели. Все понял. Сейчас ухожу. Зайду на секунду к дочке, а потом в гостиницу, и там тебя жду. С ума сошел вообще. Я тебя жду. Здрасте. И что все на Филатова ополчились? Думанский туман он опустил. Да какого туману? Все же ясно, как божий день, Олесь. Филатова не справляется. Ну что ты смотришь на меня? Ну ты вспомни, как раньше было. Все четко, все по полочкам. А сейчас? Савчук точно ей замену ищет. Ой, ой, будет опять нервотрепка. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Наши карточки. Доброе утро, Платон Ильич. Привет. Только нашему монголу все до лампочки. Спокоен, как удавка. Финягину. Подержи. Доброе утро, девоньки. Доброе утро. Здравствуйте. Посоветуйте мне хорошего гинеколога. У нас все врачи очень хорошие. А что у вас за проблема? А вот это я буду обсуждать с доктором. Ну, в таком случае Земцов Платон Ильич вне конкуренции номер 1. Угу. Попова. Дыбенко. Доброе утро, доктор. А вы сегодня принимаете? Прием начнется через полчаса. А сейчас? А сейчас у нас 5-минутка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ой, соскучилась? Возвращайся, Екатерина Сергеевна. Конечно. Ладно, эмоции в сторону. Коллеги, я хочу вам представить новую заведующую родильным отделением Марину Станиславовну Савину. Добрый день, коллеги. Доброе. Мариночка, простите, Марина Станиславовна, закончила первый Московский медицинский институт с отличием. Работала заведующей родильным отделением в горбольнице, так что прошу любить и жаловать. Катерина Сергеевна, разрешите я представлю Марине Станиславовне ее новых коллег? Пожалуйста, пожалуйста. Лев Борисович Квитко возглавляет Центр репродуктологии. Заболотин Максим Викторович, заведующий гинекологией. Заведующий женской консультацией Валентин Иванович Бондарев. И наши ординаторы Думанский Альберт Саныч, Андрей Васильевич Дыбенко и Платон Ильич Земцов. Вот такой у нас мужской коллектив. Вливайтесь. Позвольте, я
Хотел спросить, а что Мария Станиславовна… Марина, Простите. Что Марина Станиславовна не вписались в горбольнице в коллектив? Ну, почему вы так решили? У нас там был замечательный, дружелюбный коллектив. Да. Ну а зачем же к нам? Должность та же, зарплата тоже. Странно как. Надо им там, наверное, начмет сидит крепко. вы что-то хотели добавить, Лев Борисович? Нет. Да. Смотрю, распоясались вы тут без меня. Ну, идите работать. Работайте. Да подождите, я не закончила еще 5 минут. Внучок ты мой дорогой. Ну, улыбнись деду. А где вы вчера были, Николай Тимофеевич? Я в гостиницу заезжал, нет. На мобильный звонил, не отвечает. В театре я был, а в театре положено телефон отключать. Да? Папка этого не знает, да? Так я после 11 звонил, поздно уже. А какого черта ты мне звонишь после 11? Еще бы после 3 позвонил. Я отчитываться перед тобой должен. Никак нет. Просто волновался. Волновался он. Есть тебе за кого волноваться. Да, мой хороший. Ей после 3 звонил. Держите слово, вы обещали, что прием начнется через полчаса. А сами задержались на час. Проходите, присаживайтесь. На что жалуемся? Вы знаете, я абсолютно ни на что не жалуюсь. Вот мои результаты анализов. Операцию я хочу делать именно в вашей областной больнице. Я думаю, у вас все-таки уровень повыше. Операцию сами себе назначили? Мне нужна рефлорация. Я встретила идеального мужчину. Миллионер, что ли? Вы знаете, богатых мужчин очень много. А мой избранник не только обеспеченный, но еще порядочный. И такому человеку нужна только целомудренная женщина. Впечатляет. Хорошо, я вас осмотрю. Если противопоказаний нет, я выпишу направление в отделение гинекологии. Заведующий Максим Викторович Заболотин. Пойдете с направлением к нему. Так, стоп. Ну, во-первых, я хочу, чтобы именно вы мне сделали операцию. Потому что в холле я встретила такую полненькую медсестру, и она сказала, что вы номер 1. Прекрасно. А я вас направляю к Заболотину. У нас в отделении гинекологии он номер 1. Раздевайтесь. Да, входите. Гостей принимаете? Ничего себе. Это вам? Не перевелись еще галантные мужчины на свете. Спасибо. Поздравляю с вступлением в должность. Ой, как приятно. Спасибо. Прямо прекрасные цветы. Марина Славовна, если вы только знали, какой вы груз взвалили на свои хрупкие плечи. Что, все так плохо? Почему не все плохо? Я лично уверен, что мы с вами непременно сработаемся. И с другими тоже будьте уверены. Хотя, знаете, сегодня на 5-минутке я почувствовала некое напряжение в коллективе. Знаете, слабое руководство способно развалить любой коллектив. Я в данном случае говорю не о руководстве, а о рядовых сотрудниках. Как-то не очень тепло меня встретили. Да не обращайте вы внимания. Это элементарная человеческая зависть. Если бы вы видели, как они меня встретили, когда я из Европы вернулся. Я там был на стажировке. О. Ну, Марина Славовна, не буду вам мешать. Осваивайтесь. Да, спасибо вам большое. И не берите в голову. Чудесный букет. Спасибо. Счастливо. Прошу. И за эту спартанскую норку я должна платить столько денег?
Не нравится. Тогда пойдемте в общую. Да, нет уж, спасибо. Звучит как общий вагон. Ну что ж, тогда отдыхайте. Сегодня у вас возьмут еще несколько анализов. Операция завтра. А, доктор, скажите, пожалуйста, а мне еще долго придется лежать после операции? Я думаю, недолго. Понаблюдаем. Конечно, если все будет нормально, то уйдете в тот же день. Хорошо, спасибо. Осторожно. Все. Бобик сдох. Ну, а что же вы так? Надо было санитарок попросить. Кого? Ты их видела? Им 100 лет в обед. Здрасте, Платон Ильич. Извините, вы не поможете слабому полу коробки донести? Нет. Нормально? А мне вот интересно, у вас монгольские женщины тоже сами тяжести таскают? Алло, да. Платон Ильич, вас в приемный покой вызывают. Да, скажи. Да, сейчас. Ой. Я начмеду уже сообщил. А это еще зачем? Ну, мы всегда так поступаем, когда пациенток сопровождают из прокуратуры или полиции. Следователь Белецкая Валентина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сопровождаю потерпевшую. Необходимо медицинское свидетельствование и констатация факта изнасилования. Ну и, естественно, медицинская помощь. Хорошо. Благодарю вас. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Андрей Васильевич. Спасибо. Да я постою. Хорошо. Все. Лёва. Ну что ж, уважаемые коллеги, где Земцов? Так его в приемный покой вызвали. Тахикардия. Я вас осмотрю аккуратно. Попытаемся переложить кресло. Да, только очень осторожно. Я собрала вас сегодня для того, чтобы огласить основные принципы моей работы. Подожди, это надо конспектировать или… Лёва. Так, начали знакомиться. Квитко – шутник. Думанский – джентльмен. А вы, Андрей Васильевич? Знаете, принципы это серьезно, но хотелось бы знать… Ну, вы спрашивайте, не стесняйтесь. А вы замужем? Дыбенко. Штампа в паспорте нет. Значит, мужчины у вас нет. Что, допрос? Не допрос, просто знакомимся. Не обращайте внимания, он молодой еще. Я Вита Игоревна, а это мой муж Лев Квитко. У нас 2 детей. Мой Колька, его дочка Анфиска. Мы живем за городом в большом доме. Едем на… хватит, ну все. Я очень рада за вас. Если вы позволите, я продолжу. Вы из полиции? Да. Здравствуйте, начмет Филатова. Мне доложили о вашей потерпевшей. Очень приятно. Валентина Ивановна Белецкая. Спасибо за оперативность, ее уже осматривают. Ну что там, Платон Ильич? Разрыв ткани влагалища, формирование внутри брюшной гематомы. Надо срочно оперировать. Заключение подтверждения изнасилования я напишу после операции. Да, конечно. Это еще не все. Женщина беременна. 16 недель. Пойдемте ко мне. Благодарю. Валентина Ивановна? Да, Валентина Ивановна. Ну что, доктор, все нормально? Да, послеоперационная динамика у нас в норме, так что, думаю, сегодня еще понаблюдаем и завтра домой. Так, стоп. Вы же сами сказали, что операция безобидная. Да. Вы осмотрели, все хорошо? Да. Вот и замечательно. Значит, я сейчас собираюсь и уезжаю домой. Дура. Ложим. Я готов. Давление низкое. Начнем. Зеркала. У нас шок, кровопотеря. Вскроем гематому и ушьем.
как выкидыша избежать. Проходите, Валентина Ивановна. Благодарю. Присаживайтесь. Спасибо. Вы можете здесь дождаться окончания операции, хотя я не знаю, это вряд ли имеет смысл. Поговорить с пациенткой можно будет, в лучшем случае, завтра утром. Ее зовут Елена. Елена Корбут. Поговорить мы с ней успеем. Я хотела спросить, вы беременность сможете сохранить? Мы сделаем все возможное. А что с ней случилось? Следствие только начато. Пока известно, что ее изнасиловали в собственной квартире. Она сама вызвала скорую? Да. Сейчас там работает следственная группа, но я сопроводила Корбут в больницу. Здесь, Юрьевна. Разорванные ткани влагалища зашили, но гематома. Платон Ильич начинает внутриполостную операцию. Ты почему здесь? Марина Станиславовна решила ассистировать. Может, она проверить Земцова хочет. Мы ее еще толком не проверили. Извините. Не надо. Зажим. Второй. Так, суши. Не доверяете? Сначала зав. Отделением пришла, теперь вы промокни. Что имеем? Гематома влагалища. Начали вагинальным доступом, сосуд не нашли, вошли в живот. Пинцет. Небольшая гематома снаружи оказалась большим мешком с кровью внутри. Шить. Кровящий сосуд ушили. Сколько еще времени понадобится? Ну, еще полчасика. Что, просто пришла помочь коллеге? Я разве что-то спросила. Удачи. Спасибо, добра. Слушаю. Кто, повторите фамилию? Ткаченко, да, есть. 8 числа. Еще, да, еще под наблюдением. Добрый день. Здравствуйте. Я после сложной операции, так что вызовите мне, пожалуйста, такси. Сейчас, извините минуточку. Извините, у меня служебный разговор. Будьте добры, сами вызовите со своего телефончика. Значит так, девонька, если я упаду в обморок, то отвечать будете вы. Если что, у меня есть нашатырь. Хамка. Да, я вас слушаю. Алло, девонька. Как она? Беременность удалось сохранить? Слава богу, сохранили все. А родственники где? Муж в командировке, а дочка учится в Англии. Понятно. Анита Игоревна, займитесь больной, пожалуйста. Да, конечно. Надо бы как-то сообщить родственникам об изнасиловании. Как правило, так и поступают, но я решила все-таки дождаться завтрашнего утра и сначала поговорить с пострадавшей. Непонятное изнасилование не входит в обычное. Ребенок. Сохранили. Лен, все хорошо. Операция прошла успешно. Вам нужен полный покой. Я вас очень прошу. Вам нельзя волноваться. Договорились? Доброе утро. Доброе Сидите. Платон Ильич, вы что, здесь всю ночь провели? Да. Состояние стабильное. Елен, у вас хватит сил поговорить со следователем? Да. Коля. Прости, Лиза. Ну, Я больше не мог ждать. Я очень соскучился. все, прощаю. Но в больнице нам лучше не встречаться. А у меня железное алиби. Я пришел поблагодарить любимого ночмена.
за отличные отношения и к дочери, к своей, и к внуку. Понятно. Лизавета Юрьевна... Ой, здравствуйте. Я тут график на утверждение принесла. Зайди попозже. Хорошо. Как скажете. Ну вот, сплетни готовы. Да ладно, прости. Коль, иди начинай. Все, до вечера. Вечером я тебя приеду встретить. Угу. А из окон будут смотреть коллеги. И ничего не увидят, я же в машине буду. А ты ко мне раз, и никто ничего не засечет. Все. Елена, я понимаю, вам тяжело. Но подонка нужно найти. Вы нам очень поможете, если расскажете. Подонков. Сколько их было? Двое. Как они попали в вашу квартиру? Я была дома одна, когда Иван позвонил. Иван? Это ваш знакомый? Познакомились месяц назад. Он своей «Тойотой» поймал бампер моей машины. Просил не вызывать ГИБДДшников и страховиков. Обещал компенсировать ущерб в течение месяца. Я согласился. Мы встречались после этого несколько раз. Он предлагал разные варианты компенсации. Был неизменно галантен, сыпал комплиментами, приглашал на чашку кофе. В тот день он приехал отдавать вам долг? Так, он сказал. Когда попьете вашего монгольского чая, Платон Ильич, не забудьте проветрить ординаторскую. После ваших духов, Марина Станиславовна, неплохо бы всю больницу проветрить. А вы знаете, я никогда не использую духи на работе. Чай вы хотите? Я сюда не чай пришла распивать. Значит, по делу? Да, для общения с вами у меня есть две причины. Первая. Вчера во время операции Елены Корбут вы показали себя как настоящий профессионал. Вторая. Вы не явились на собрание сотрудников родильного отделения, где я рассказывала об основных принципах моей работы. Поэтому, Платон Ильич, специально для вас, в индивидуальном порядке, я готова рассказать обо всем еще раз. А зачем? Работу всех расставят по местам. Может быть, у нас разные с вами подходы к работе. Для меня работа не только исполнение необходимых служебных обязанностей. Нужно расширять горизонты, поэтому специально для вас, Платон Ильич, у меня есть предложение. Подготовить и прочитать лекцию в нашей школе молодых мам. Плохая идея. Такую школу должны вести женщины-врачи, причем рожавшие. Они быстрее друг друга поймут. И я с вами не согласна. Женский доктор мужчина, да еще и такой харизматичный. Я уверена, Платон Ильич, что вы заставите себя слушать. Боюсь, пожалеете. Я имею очень специфический взгляд на природу вещей. Я говорю то, что думаю. О, вы уже меня заинтриговали. Я непременно приду послушать. И проветрить не забудьте. Представить не могла, что он придет не один. Потом начнет флиртовать. Я просила их уйти. Я боролась. Кажется, они снимали все это
на мобильный телефон. Я пришла в себя, когда уже никого не было от боли. Вызвала скорую. Господи, хорошо, что муж ничего не знает. У мужа важная должность. Он известный человек. Многим не нравится его принципиальность. Кто-то хочет его сломить, вы понимаете? Я не знаю, кто это. Это не просто изнасилование. Чтобы дискредитировать вашего мужа, над вами надругались? Да. Пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего Эдуарду. Он и так очень переживает за меня и за ребенка. Простите. Да. Да, я слушаю. Да. Говорила. Держится. Угу. У меня есть приблизительные портреты преступников. Да, Елена Корбут описала их. Муж очень вовремя слинял в командировку. Не нравится мне это все. Нужно проверить. Да. До связи, да. Елизавета Юрьевна, когда мне с графиками подойти? Это идите работать, я вас сама вызову. Дубенко, иди сюда. Психолог работает с Еленой Корбут? Да, то есть нет, она отказалась. Сказала, что с ней все в порядке, психолог не нужен. С ней все в порядке? Фантастика. Да. Очень сильная женщина. Только просит, чтобы ребенка спасли. А что, есть угроза? Пока, слава богу, нет. Думаю, сегодня ее из реанимации переводить. А в отдельную палату хорошо. Вита Игоревна, есть... Вита Игоревна, почему все время уходите куда-то? Я спрашиваю, в патологии и беременности есть отдельная палата свободна? Да, освобождается сегодня после обеда. Подготовьте для Елены Корбут, спасибо. И посадить 40 розовых кустов. Все я, все я. Может, кофе? Дубенко, ты издеваешься? Да нет. Осторожно. Вы что, вообще оборзели? Вот! Гепатит! Это вы меня заразили в вашей клинике! Это абсолютно невозможно. Успокойтесь, присядьте, сейчас разберемся. Ты же сам говорил, что это безобидная операция, а мне плохо. Хорошо, раздевайтесь, я вас сейчас осмотрю. Конечно, смотрите. Я еще пожалуюсь вашим руководителям. Итак. Это Иван. Этот? Второй. Известные личности. Они давно в розыске. Вы их уже нашли? Ищем. Пожалуйста, найдите их до возвращения Эдика. Потому что если он узнает, это устроит самосуд. Мы стараемся. Как ваша беременность? Вы знаете, мне на УЗИ сказали, что будет мальчик. Вот. У нас с Эдиком уже есть дочка взрослая. А муж, он всегда мечтал о сыне. Только бы не потерять. Максим Викторович, гепатит в гинекологии? Откуда? Уважаемый начмед, мало того, что меня заразили в вашей клинике, так мне еще очень и очень плохо после этой рефлорации. Потому что у ваших врачей руки... Елизавета Юрьевна, позволите? Гепатит Ипатова подхватила не у нас в отделении, и я в этом уверен. Конечно. Это первое. Второе. Я предупреждал, что есть смысл остаться в стационаре и пронаблюдаться еще пару дней. Учитывая, что к моим рекомендациям никто не прислушался, теперь у Ипатовой абсцесс бартолиновой железы. Да, такое бывает. Возможно, спровоцировало вмешательство. Нужно вскрывать и находиться на стационаре еще несколько дней. С гепатитом? Мы можем положить ее в боксированную палату. Куда? Это палата, где находятся пациентки с подозрением на инфекционное заболевание. Так, хорошо, давайте так и сделаем. Вы займетесь абсцессом, а я гепатитом. Ну, вы же понимаете, да, что мне нужна отдельная палата? К сожалению, это невозможно. У нас одна отдельная палата, и она сейчас занята. А я заплачу. Я надеюсь, ваша английская королева подвинется.
Как ваша Корбут? Говорят, она из крутых. Я в одной газете читала про подобную ситуацию. И знаете, кто это устроил? Кто? Муж. Да. Он нанял придурков, чтобы эти засняли на мобильный телефон измену жены. Зачем? Олесь, ну как зачем? Захотел с ней развестись. А тут вот, посмотрите, мол, какая она у меня гулящая. Ну, а бедняжечка начала сопротивляться, а те оказались отморозками. Лида, ну вот что ты несешь? Корбут беременна. Ну какой муж на это способен? Вот потому что беременна, поэтому и способен. Нашел себе, наверное, молодую какую-нибудь и мучается теперь. Нет, Лев, я понимаю, что ты из мужской солидарности сейчас всех мужчин защищаешь. Во-первых, не всех. Те, которые Корбут изнасиловали, они тоже мужчины. Зверье. Им же, наверное, кто-то хорошо заплатил, раз они так озверели. Будешь? Спасибо. Хотелось бы. Приятно. Угу. Да, Филатова. Катерина Сергеевна, слушаю вас. Нашла тебе кандидатуру на место Бондарева, Елизавета Юрьевна. О, отлично, спасибо. Давай попробуем в должности заведующего женской консультацией Думанского. Как Думанского? Катерина Сергеевна, нельзя Думанского. Вы понимаете, он у меня здесь под присмотром это умудряется козни строить. А женская консультация, он же там хозяин, там для него клондайк. Вы же понимаете, почему он туда так рвется? Да уж, конечно, понимаю. Но есть люди, Елизавета Юрьевна, от которых зависит закупка препаратов, оборудование для больниц области. И они просят за Думанского. Так что отнесись к этому назначению как к бартеру. Катерина Сергеевна, у меня в родильном не хватает ординаторов. Если Думанский перейдет в консультацию… Этот вопрос мы с тобой уже решили. Ты лучше скажи, что там у тебя за ЧП в больнице? Слушай, не волнуйся, пожалуйста, солнце. Со мной, с малышом все будет в порядке. Да, все. Извини, пожалуйста, тут доктор пришел, я больше говорить не могу. Все, не волнуйся, я тебя целую. Все, пока. Пока, родной. Здравствуйте. Я ненадолго. Как самочувствие? Ну так, более или менее, спасибо. Максимальная температура за сутки? 37,3. Что-то болит? Чуть-чуть в области шва болит. Ну, это нормально. Пройдет. Платон Ильич, спасибо вам, что спасли моего ребенка. Не за что. Поправляйтесь. Да, Елизавета Юрьевна, проходите. благодарю. Кофе будете? Да, с удовольствием. Спасибо. А вы? Не хочу. Настроение испортили. Я вас слушаю. Хочу с вами посоветоваться. Елена Корбут опознала преступников, их уже разыскивают, но мне нужно допросить ее мужа, а Елена просит не рассказывать ему об изнасиловании. Слушайте, не рассказывайте, пожалуйста. Это сведет на нет все наши усилия. Беременность у нее и так под угрозой. Ну, я должна это сделать. Ой, я прошу прощения, я не вовремя, наверное. Вы что-то хотели? Елизавета Юрьевна, буквально секундочку. Это, наверное, вам тоже будет интересно. Представляете, открываю сегодня журнал. Пожалуйста. Корбут. Статья, фотография. Он, оказывается, серьезный пост занимает. Спасибо, Альберт Александрович. Всегда рад помочь. Всего доброго. Всего доброго. Мы навели справки об Эдуарде Корбуте. Репутация безупречна. Но пока идет следствие, нужно проверить все версии. Что, мужа подозреваете? Найдем исполнителей, узнаем и имя заказчика. Ну, это да. И что за жизнь такая? Одним все, другим 6 метров в коммуналке. Ой, девонька, вот только давай не ныть, хорошо? Я, между прочим, тоже не в Лос-Анджелесе родилась. И что? Ты красивая. Красоту я тоже сделала, а не сидела и ныла.
А мне никто не помогает. А кто тебе должен помогать? Сама все сама. Ручки в ножки и вперед. Куда? Какая же ты все-таки тупая. Что в жизни главное? Что? План. Какой план? Мужика нормального найти. Нашла? Нашла! Доброе утро, девушки. Ну что, как у нас дела? Скажите, пожалуйста, Максим Викторович, а мне долго еще здесь находиться? Ипатова, вы же знаете, все у нас по плану. Нет, я ничего не хочу слушать. До свидания. Олесь, если из СЭС приедут, сообщите мне сразу, пожалуйста. Конечно, Елизавета Юрьевна. Елизавета Юрьевна, а с графиками когда? После 5 минутки. Подойди ко мне, пожалуйста. Я посмотрю и все сразу подпишу. Хорошо, договорились. Здравствуйте. Меня зовут... Это же муж нашей изнасилованной Корбут. Явился наконец-то. Откуда ты знаешь? А мне Даманский журнал показывал. Интересно, куда ты его Филатова повела? Убью тварей. Эдуард Олегович, успокойтесь, пожалуйста. Ваша жена очень сильная. Она о себе вообще не думает, только о ребенке. И... Извините. Коль, я сейчас занята, я перезвоню. Послушайте, и вам тоже нужно быть сильным. Поймите, любой неверный шаг убьет вашего ребенка. Я понимаю. Лена просила ничего вам не говорить. И... Я же сказала, я перезвоню, если не срочно. Хорошо. Вы поймите, если она узнает, что вы в курсе, вам придется об этом говорить. Ей заново нужно будет пережить весь этот кошмар. И еще неизвестно, как это отразится на беременности. Вернее, известно, это негативно отразится. И... Коль, я сказала, я... Валентина Ивановна? Да, да. Ах, вот, их арестовали. Спасибо. Это я мужу Корбут сейчас сказала. Он рядом со мной, да. Угу, сейчас, минутку. С вами следователь хочет поговорить. Слушаю. Конечно, приезжайте. Я буду здесь, рядом с Леной. Хорошо. Лена, что случилось? Ничего. Эдик, я была на УЗИ. Мне сказали, что у нас будет сын. Сын? Господи. Все, не нервничай. Я знала, что будет сын. Ты же хотел сын. Вот у нас будет сын обязательно. Сын, а что ж ты здесь? Сейчас, минутку. Сейчас. Прошу прощения, в отделение в это время вход воспрещен. Следователь Белецкая. У нас разрешение Филатовой. А что вам угодно? В какой палате лежит Анна Ипатова? 8-й, а что, собственно… Спасибо, дальше мы сами. Елизавета Юрьевна, это Заболотин. Скажите, у нас тут по отделению следовать? Понял. Когда вы переведете мою жену в ВИП-палату? В ВИП-палату? А как фамилия ваша? Корбут. В очень скором времени. Аня? Что все это значит? Вы знаете эту женщину? Конечно. Аня мой референт с недавних пор. Принимала почту, занималась моим расписанием. А заодно заказала двум отморозкам посетить вашу жену. Уж очень ей хотелось занять ее место рядом с вами. Даже татуировку с вашим именем на плече сделала.
Этого не может быть. Не знала я, что они отморозки. Я не этого хотела. Прости меня, это я же тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, прости. Тщательней сотрудников подбирать нужно. Ой, да. Я сколько работаю в этой больнице, такое видела первый раз. Нет, эта Ипатова однозначно дура. Нет, Виточка, она не дура. Она сволочь. Она глупая женщина. Ты знаешь, какая у нее татушка на плече? Эд. Это мне Заболотин сказал. И рефлорацию сделала. Овца невинная. Вот. Теперь эта невинная овца получит по 1 число. А Максим Викторович будет радоваться больше всех. А Заболотин тут при чем? Олесь, ты где работаешь? В больнице или в детском саду? Ну, Вит. Она же обвинила его в том, что он ее гепатитом заразил во время операции. И что? Филатова потребовала проверить условия стерилизации инструментов. Ну, в салоне, где она татушку делала. Ну и, по всей видимости, они так и не соблюдались там. Ну и хорошо. Филатова теперь будет легче. А то СЭС тут 2 дня все проверяли. Да. Слушай, голова 2 уха. Мне у Филатовой надо графики дежурств забрать. Ты тут чайку попей, а я пулей. Хорошо. Договорился с докторами. Вечером тебя переведут в VIP-палату. А мне разрешили бывать в любое время. Вот это здорово. Вот это вот нам с маленьким пойдет на пользу. Слушай, а что там за шум был вчера, когда ты уходил? Да. Порядки тут строгие. Мусор убирали. Кстати, завтра Лера прилетает из Лондона. Наконец-то. Слушай, как я люблю, когда вся семья в сборе. Эдик, только тогда спокойно. Я люблю тебя, Лера. Тебя тоже люблю. Коль, я уже иду. Нет, что ты, я по улице иду. Елизавета Юрьевна, можно? Да. У меня к вам есть несколько предложений по поводу наведения порядка в женской консультации. Все предложения в письменном виде. Нет, я, конечно, могу и в письменном, но… Елизавета Юрьевна, графики дежурств готовы? Так, все, меня здесь уже нет. Я опаздываю на важную встречу по поводу поставок нового оборудования. Вита Игоревна, графики дежурств на столе возьмите, пожалуйста, сами. Альберт Саныч, все в письменном виде и вот туда, мне на стол. А кабинет? Кабинет. Закройте, пожалуйста. Так, под вашу ответственность. Да. А худеет она? Глянь, все знают, он не знает. Роман у нее. Что? Опять роман? В общем, закрутила она роман с одним генералом из Москвы, а он отец нашей пациентки Елецкой 7-й палаты. Вот как-то так. Слушай, а откуда ты все знаешь? Думанский, руки убери. Дедуктивный метод. Вот посмотришь, увезет он ее. Да? Давай на выход, мне закрывать кабинет. Давай, дорогой. Какая ты серьезная в последнее время стала. Я прям даже не знаю. Требуешь от замужней женщины. А я все время забываю, что Да? замужняя.